Таиланд, и это уже 5-я часть. Вот уже второй день, как направляемся в сторону границы Лаоса, и нам встречается уже второй человек, который вместо того, чтобы поехать на работу работать, отвозит немножко дальше, чем мы просили. Ну, то есть работа находится в километре или в двух, нас человек специально отвозит за 10 или 20, или вот вчера, допустим, за 35 километров по трассе. То есть только ради нас делает человек круг в 70 километров. Это на самом деле настолько мило, потому что люди готовы отложить какие-то свои дела, люди не торопятся и идут навстречу. Не то, что даже навстречу, они даже делают больше, чем их просишь. Но это очень мило. Такие люди в этой поездке встречались только в Казахстане, которые готовы были отложить свои дела для того, чтобы как-то пойти навстречу, что ли. Вот. Я не могу говорить про все страны, потому что это всего лишь 8-я страна на данный момент. В прошлой серии мы выехали в сторону Лаоса и остановились у очень милой тайской бабушки. А вот в этой серии мы уже поедем в Конкен к нашим черным братьям и сестрам. Во-первых, Конкен находится на нашем пути, а во-вторых, мне очень интересно пообщаться с настоящими африканцами. Представляете, прямо сейчас мы едем мимо диких джунглей, из которых слоны могут выйти на дорогу и перегородить путь машине. Очень хотелось на это посмотреть, но наш водитель сказал, что дикие слоны очень опасные. А на дороге даже стояли знаки «Осторожно, слон». Вот в таких вот миленьких домиках живет мой следующий хост. Мне, честно, прям не терпится дойти до его дома. Я очень надеюсь, что он будет выглядеть примерно так же. Здесь прям так приятно все это выглядит. И это место мне начинает все больше и больше нравиться, потому что здесь настолько низкая пальма. Блин, ее можно достать просто, я имею в виду, кокосы можно достать просто ладошкой. О, как же я хочу эти кокосы. А какие жирные курицы. Офигеть. Ничего себе. Я специально ничего не комментирую, потому что хочу, чтобы вы тоже насладились этой тишиной, спокойствием, и этой красотой и гармонией. Наши черные братья, как раз последний день нашего визита, приготовили свою местную кухню, поэтому я хочу попробовать. Сейчас покажу, как это выглядит. Здесь вот это все на кухне находится. Сказали, пожалуйста, накладывай сколько влезет. Это рис. Ну, я думаю, рисом никого не удивить, в принципе. Здесь уже чуть-чуть сложнее поднять крышку. Вот, а здесь это африканское блюдо. Я пока не знаю, что это и как, но обязательно сейчас расскажу. Потому что наши братья уже кушают. Все уже кушают, а мы еще нет. Тарелку, вилку. Сейчас все будет. В общем, это выглядит примерно вот так вот. Я не знаю, насколько это аппетитно и насколько это вкусно, я тоже не знаю. Но сейчас попробую. Очень вкусно. О, острое. Напоминает немножко рагу с мясом. Мясо, кстати, говядина. Это напоминает немножко рагу. И вместе с рисом прям вообще очень шикарно. Очень мягкое мясо, как говорят. Подсказывают. Ну, на вкус очень прикольно. Вот, это все наши ребята, вся наша компания в сборе. Смотрим сейчас клипы африканские с музыкой. Ребята прям нереально волшебно двигаются. Ребята любят собираться в уютном доме, допустим, смотреть клипы, слушать музыку и танцевать одновременно. На самом деле так круто, я не знал, что настолько стилей музыки именно пришли из Африки. И это немножко новости было для меня.
Весело, ребята любят проводить время, слушать музыку, наслаждаться музыкой, наслаждаться танцем, наслаждаться едой и проводить отличное время вместе. Это очень круто. Just Africa. Утро, светит яркое солнышко. Очень красиво. Вот так примерно выглядит утро в Таиланде, в белоснежном доме. Все, выезжаю до границы с Лаосом, и следующий город Удон Тани. Спустя просто 1,5 часа нашли машину. Ужас. Так тяжело порой людям объяснить, куда ты едешь и вообще как ты едешь, как путешествуешь. Был водитель, который сказал: давай, хорошо, поехали. Мы начали брать наши вещи, и он уехал. Второй говорит: давай, окей, все хорошо, окей, садитесь, все окей. В итоге мы такие понимаем, что он нас не понимает, и он такой, типа, я такси вам сейчас вызову. То есть порой людям очень сложно в Таиланде объяснить что-либо. Но зато сейчас вроде как километров 100 должны проехать. Вот, мы тронулись. Причем сейчас я нахожусь один в пикапе. И это довольно кайфовое ощущение. Вот рядом полиция только что проехала. Но здесь это вполне нормально. Люди, то есть, передвигаются таким образом. Здесь пикапы как грузовые машины. На них и перевозят грузы, людей перевозят. То есть здесь чуть-чуть другие правила. Еще есть одна особенность, которую я не рассказал до этого, что можно ездить по встречке. Причем и машине, и мотоциклу, и мопеду, и людям. То есть здесь нет такого, что если шоссе, то машины едут только в одном направлении. Бывает, можно встретить, даже когда идешь по встречке, и тебе навстречу. Я имею в виду, когда идешь пешком, тебе навстречу может выехать машина, так что надо смотреть всегда в обе стороны. Только что мне пришло сообщение из кабины, вот из этой вот, что мы едем до границы. Получается, на одной машине мы сейчас доедем до границы, но есть неплохая новость, что мне придется сидеть больше 2 часов, в районе 3 часов здесь. Вот тут вот, я сейчас покажу, на чем я сижу. Я сижу вот так вот. Здесь просто пластиковый пол, он реально твердый. Но есть бонусов, что машина, она хоть и на рессорах, но она ощущается более-менее комфортно. Я, короче, раньше времени радовался. Оказалось, наш водитель, он не едет до Вьетьяна, он едет до Удона Тани. Но это тоже неплохо, потому что довольно быстро нашли следующую машину, которая сейчас хотя бы в том направлении нас повезет. Это уже радует. На самом деле на севере очень-очень-очень тяжело почему-то людям объяснить. Причем даже когда используешь переводчик, они не понимают. Вполне возможно, что здесь на севере используют другое наречие, или я не знаю по какой причине, но они не понимают именно этот тайский переводчика. Они смотрят, они не понимают, они пытаются то ли английский читать, то ли тайский, и в итоге результата просто 0. Кстати, не удивляйтесь, почему я все время еду в пикапе, потому что Таиланд — это вторая страна в мире по продаже пикапов и мопедов. То есть здесь количество чуть меньше, чем в Америке, как я понимаю. Но я не знаю, может быть, на количество населения. Но здесь действительно очень много пикапов. Прям, и причем пикапы у них это не деревенская какая-то машина, а машина, на которой, в принципе, катаются все, и семьи, и переделают это вот по такие вот даже. Это грузовая машина, которая перевозит продукты, к примеру, в магазины. Вот такие вот, допустим, перевозят грузы. Вот самое интересное, что сейчас почти 4 часа ехать еще в районе 100 километров, то есть как минимум 1 час. А с 6 часов граница закрывается, а сегодня последний день визы, так что я не знаю, что делать.
В принципе, если за 2 часа мы не успеваем, то вот тогда начнутся приключения. И сегодня, кстати, очень странная погода, солнца почти не видно, и все небо просто покрыто какой-то дымкой. Вполне возможно, что это дымка как раз-таки от этих пожаров, от поджогов полей. Вполне вероятно. Но я думаю, это еще особенность какого-то климата здесь, потому что здесь вокруг горы, и, возможно, это тоже все не проветривается. Вот, к примеру, как выглядит солнце. Конечно, на камере по-другому, но я могу сказать, что солнца практически нет. То есть на данный момент солнце печет, но оно скрыто за облаками. Такая погода последние 2 дня. До этого было солнечно, шикарно. И вообще на протяжении всего времени до севера, до того, как я попал на север, в Таиланде погода просто шикарнейшая. Ни разу не было, просто даже туч не было, но настолько она шикарная здесь. И, кстати, друзья из Африки сказали, что в Африке жарче, чем в Таиланде, представляете? А они, ребята, живут почти у экватора. Мой уровень скилла дорос до того, что за меня 2 человека ищут машину. К сожалению, оба не поймали, походу. Короче, плохо стараются мои подчиненные, поэтому было принято решение поехать на автобусе, потому что границу с Лаосом можно пройти в любом случае только на автобусе. Но это предложение поступило от нашего водителя, от мужика, который мало того, что подбросил до туда, докуда он сам не собирался, так еще и сейчас предлагает оплатить дорогу. Блин, ну вот это золотые люди, которые настолько вот отчаянно пытаются помочь. Огромное спасибо. Тайцы ниже, чем Регина. Регина выше, чем тайцы. Вот это новость. Ну вот, все, мы уже в пути. Я сижу вот так вот ногами на своем чемодане. Коленки, рюкзак, все придерживаю непонятно как. И мы почему-то едем не в правильном направлении, если честно. Мы должны ехать на север, а мы едем на запад. Давление, на самом деле мы едем даже на юг сейчас, хотя нам строго на север. Я не понимаю, куда мы вообще едем, честно. Оказывается, мы остановились на заправке, мы ехали сюда специально, потому что здесь очень редкое явление. Если кто не знает, как растет рис, рис растет вот так вот. Это рисово-фруктовое дерево, вот такое вот. Это только в Таиланде есть такое. На самом деле все намного прозаичнее. Заправляться нельзя при пассажирах, поэтому все еще стоят вот возле 7-Eleven и ждут, когда водитель заправится, и мы поедем дальше. Я надеюсь, что мы поедем на север все-таки, а не на юг. Теперь мы едем в правильном направлении. Почему я так сильно переживаю? А вы просто представьте, остается меньше 20 минут, чтобы доехать до границы. А мы до сих пор не уверены, что это правильный автобус. Хоть автобус и едет в Нонхай, но не факт, что он едет до границы. Нонхай – это пограничный город прямо на границе с Лаосом. Это последний день визы. И кто знает, что с нами будет, если мы не успеем перейти границу сегодня. Не забывайте, что мы находимся в строгом королевстве Таиланда. И тут мы бедные туристы. А вот чем закончится наша поездка, вы узнаете в следующей серии.